Всем привет! Налейте чайку, кофеечку, сок, воды, приготовьте печеньки, кексик или сделайте погромче и займитесь спортом или делами по дому. Надеюсь, что от подобного формата видео у вас останутся положительные эмоции. Это сделано на обычные телефоны и подручную гарнитуру, которая спрятана вот здесь в цветочке, поэтому не удивляйтесь, что я буду говорить в цветок, как в микрофон. К этому видео написан сценарий, и я буду достаточно часто смотреть на ноутбук, который находится вот здесь. У нас есть YouTube канал, Telegram канал и Instagram мой и Кати. И по нашему контенту появилась обратная связь, нам задают вопросы, в том числе из Аргентины. Эту обратную связь мы приняли во внимание и постараемся рассказать здесь все по делу. Кстати, самое время поставить лайк и подписаться на канал. Внизу под видео будет достаточно много ссылок с ништяками, скачивайте, распространяйте, делитесь. Особо буду признателен за обратную связь, если что-то из этого не работает, так я смогу внести корректировки, чтобы информация снова стала актуальной. А если информация работает и она вам пригодилась, то напишите об этом. Подобные видео мы будем выпускать на этом канале не чаще раза в месяц, и на это несколько причин. Во-первых, в нашем продакшене один человек, и я просто не вывезу более частых выпусков. Этот выпуск у меня занял 4 часа написания текста, 1 час я готовился к съемкам и 2 часа снимал. Потом мне не понравился звук, и я снимал еще раз, мне не понравился свет, и вот я снимаю 3-й раз, где все немножечко лучше. Во-вторых, я учусь, и это является приоритетом номер 1, потому что после обучения я буду искать работу. А о самом обучении я решил сделать отдельный канал, и после запуска я обязательно дам анонс. Если эта тема будет вам близка, welcome на канал. И третья причина – контента об Аргентине очень много. При этом все мы рассказываем примерно об одном и том же. Конечно, имея различный бэкграунд, жизненный опыт и интересы, видео получаются уникальными и интересными. Поэтому мы останемся в игре, но будем появляться на экранах YouTube примерно раз в месяц. Почему, собственно, Аргентина? Перед поездкой я бы не нашел, что ответить, потому что я дачу хотел под Питером во Всеволожске. Но вот что-то пошло не по плану. После 3 месяцев в Буэнос-Айресе могу сказать, что здесь очень нравится. И дальше мы еще не выезжали. Почти каждый день со мной происходит следующая ситуация. Я выхожу на улицу и понимаю, что я в другой стране, только через некоторое время, когда я слышу иностранную речь. Могу 5 минут идти по улице, и совершенно у меня не возникает мысли, что я в какой-то другой стране. Скорее всего, каждый из вас переезжал хотя бы раз в жизни из одной квартиры в другую, в одном и том же городе. И можно точно сказать, что смена квартиры даже в родном городе это является стрессом. Мы же переехали в страну, которая находится в другом полушарии, на другом континенте. Мы сменили город. Здесь другой язык и другое экономическое положение для нашей семьи. Часто я спрашиваю себя, почему мы раньше не решились на подобный шаг, почему не изучали языки. Я люблю общаться и очень хочется поддержать разговор с людьми, с которыми мы встречаемся по жизни. И для этого нужен испанский язык, а точнее говоря, его аргентинский диалект, потому что он отличается от испанского. Я записываю видео после событий с беременными женщинами в аэропорту Эсейза, и мне кажется, слова «аргентинский паспорт» могут быть красной тряпкой или спусковым крючком для некоторых людей. Поэтому мне бы хотелось сказать об истинных причинах, зачем мы все тут. За время, пока мы живем в Буэнос-Айресе, мы встречали много людей из других стран. И у всех у них разные мотивы переезда в Аргентину для жизни. Есть человек из Германии, который приехал сюда учиться, он живет здесь 2 года. И зачем же он приехал учиться в Аргентину, если в Германии хорошее образование? Потому что здесь другой менталитет, здесь другие подходы к управлению, ему это интересно. И это хороший повод посетить страну для того, чтобы учиться.
Из других стран Латинской Америки люди сюда приезжают, потому что здесь спокойнее политический уклад, хотя экономическая ситуация хуже, и они об этом знают. Но эти семьи выбирают то, что им по душе. Некоторые приезжают, потому что являются представителями ЛГБТ-сообщества, а в родной стране к этому нетерпимо. И из всего этого можно сделать вывод, что причина на самом деле у каждого своя. Но что важно, переезд в другую страну, я так скажу, это не за сарай сходить, это непростое мероприятие. К этому шагу стоит готовиться морально и не только. В Аргентину приехало несколько тысяч граждан из Российской Федерации, и все они высококвалифицированные специалисты. Многие работают или работали в международных компаниях, работали в различных отраслях производства: машиностроение, автомобилестроение, химическая промышленность. Также это медицина, информационные технологии, консалтинг и прочее. Предприниматели создают новые компании, и может быть кто-то создаст новый рынок, потому что в Российской Федерации есть приколюхи, которые не реализованы в Аргентине. Хотелось бы, чтобы аргентинцы не относились к нам с острой критикой и присмотрелись, чем вообще занимаются все эти люди, которые приехали сюда. Может быть, вместе мы сможем быстрее понять, в какой отрасли нужны кадры, какой продукт может выстрелить на рынке. Еще до переезда я откликнулся на несколько вакансий в производстве и консалтинге и получил отказ, так как у меня нет разрешения на работу. Но я планирую сделать это снова после получения разрешения. Как мы добрались? Мы прилетели из Санкт-Петербурга, и сначала на 2 недели мы остановились в Эмиратах. Мы летели авиакомпанией S7 и Emirates с пересадкой в Москве. Мы жили в Пацифике в Эмирате Рас-Аль-Хайма. Кроме Дубая там есть еще 6 Эмиратов. Мы там были 2-й раз, и это был запланированный отпуск. Из Эмиратов авиакомпании Emirates мы прилетели в Байрос. Была остановка в Сан-Паулу, и мы даже не выходили из самолета. И пока мы находились в самолете, мы смотрели, как была организована уборка. Это был интересный опыт для меня. По нашему ряду работало 3 человека, и каждый выполнял свою задачу. Первый занимался уборкой мусора, второй занимался заменой подушек и на подголовнике вот этим платочком, и третий контролировал работу первых 2 и приводил место в то состояние, которое оно должно было быть перед посадкой пассажира. Все полеты у нас были эконом-класса. Самолеты очень удобные, кормят прекрасно, на убой. Всю дорогу можно смотреть фильмы, читать, спать, ходить по самолету, чтобы не затекли ноги. Мы летели целые сутки. На перелеты у нас ушло почти $4000. Все билеты были туда и обратно. После того, как мы решили, что хотим остаться, мы начали процесс возврата обратных билетов, и у нас все получилось. Если вы только планируете переезд, информацию нужно, конечно, перепроверять и использовать актуальные требования по перелетам и по въезду в страну. Используйте лучший сервис поиска авиабилетов, а потом изучайте правила по перелету, визы, ограничения по здоровью, вакцинации, ПЦР, требования по необходимости отелей и так далее. Для прохода на территорию Аргентины вам точно понадобится бронь отеля или квартиры, и эту информацию, скорее всего, проверят. Также рекомендую составить туристический план на неделю. После выхода из аэропорта через дорогу можно взять такси. Это совершенно безопасно. Мы добрались до Палермо за $30 и взяли такси именно так. Я не силен в правилах дорожного движения в Аргентине, но нас такси с ребенком взяли без детского сидения. Практически все такси на газу, и поэтому в багажнике места меньше, чем кажется. Но тем не менее в наш поло вошли 2 огромных чемодана, коляска, 3 рюкзака, ручной клади, 3 пассажира. Оплата была на конечной точке, и все прошло очень мило. Нас вез человек из Венесуэлы. Если у вас поздний прилет, убедитесь, что вас точно встретят и примут в квартиру или в отель, и вы не останетесь ночевать на улице. У нас не было интернета целые сутки, и только в аэропорту в Аргентине я смог подключиться, списался с риэлтором и выдохнул, что нас ждут.
Как мы заселились в первую квартиру? Аренда оформляется договором. Договор был составлен на испанском, и для перевода я предварительно загрузил его в Google Translator, чтобы он работал офлайн. В договоре будет указан период аренды, ФИУ всех жильцов, в том числе следует указать детей. Может потребоваться справка подтверждения вашего места жительства для садика или для школы, и эта справка выдается по договору в полиции. Конечно же, там указаны адрес и параметры недвижимости, адрес квартиры или дома. Если необходима оплата коммунальных платежей или интернета отдельно, это также должно быть все указано в договоре. Ну и приложением к нему идет опись всех предметов в квартире. В наших вариантах встречались старенькие антикварные столы, диваны, тумбочки из камней, дизайнерские светильники стоимостью за предмет свыше $1000. И если все пересчитать, то в квартире имущество было на 10-15 тысяч долларов, и я, если честно, сначала прифигел. Как же мы это все искали? Первую квартиру мы искали, не находясь в Аргентине. Аренда, Буэнос-Айрес, Аргентина. Запросы делали на разных языках, на русском, английском и испанском. И дальше начинаешь цеплять все, что тебе нравится. Мне зашел один сайт, ссылку на него я оставлю внизу, это не является рекламой, просто он мне показался очень удобным. И мы на нем зарегистрировали первую квартиру. Нам пошли навстречу и позволили арендовать квартиру без предварительного залога, хотя это достаточно большая редкость. Поэтому первую квартиру чаще арендуют через Booking, Airbnb или отель. Нас встретило 3 человека, и это практически в полночь. Тогда я был сильно сосредоточен на общении, потому что язык был чужой, и люди с трудом говорили по-английски, и нужно было пользоваться переводчиком. Я пытался сосредоточиться на общении, все контролировать. Я, конечно, улыбался, но на самом деле было не до эмпатии. И только вот сейчас, когда я писал этот текст, я вспомнил, как тепло на самом деле нас встретили. Нам помогли занести чемодан, нам помогли занести коляску. Утром под дверь нам принесли монету фича, она называется, для прачечной. И также инструкцию, где их можно было купить. Нам обменяли 10 или 20 долларов на песо, чтобы мы могли позавтракать. И на самом деле оставили максимально приятные впечатления о встрече. И та квартира нам обошлась 800 с небольшим долларов в месяц. Вторую квартиру мы искали иначе. Сначала я начал использовать все тот же самый любимый сайт, и там были 2 очень классные квартиры, которые подходили по датам, но жильцы, которые там находились, они решили продлить аренду, и, конечно же, у них был приоритет, поэтому эти квартиры соскочили. Пришлось подключать новые сервисы, это был Facebook, совет от местных, потому что там можно было найти владельцев квартир и не платить комиссию риэлтору. Кроме Facebook были подключены Mercado Libre, Argentina Prop, Zona Prop и еще, наверное, какие-то сайты, я уже не помню. Ссылки на эти сайты я также оставлю под видео. Для поиска нужно было изучить интерфейс каждого сайта, они немного отличаются, настроить фильтры, посмотреть фото, понять расположение квартиры, написать запрос и потом еще получать ответы с вопросами. На пару дней я просто выпал из жизни. При этом на половину запросов ответ просто не приходит. Еще на четверть приходит ответ, что этой квартиры нету, и объявление устаревшее, но мы можем вам предложить альтернативу. И только на оставшуюся четверть про квартиры начинается диалог, на котором риэлтор задает уточняющие вопросы. Сколько вас, чем вы занимаетесь, есть ли среди вас дети, животные, как вы будете подтверждать доход. Потратив на это примерно неделю и не получив ни одного варианта, я решил сменить тактику. Из всех вышеупомянутых ресурсов, Facebook, Mercado Libre, все эти сайты поисковиков, я выписал контакты всех риэлторских агентств, тем более они там повторялись. Это были email адреса, либо номера в WhatsApp. Я сделал большое письмо, в котором описал, кто мы, насколько мы хотим арендовать квартиру, какая квартира нам нужна, наличие кондиционера, стиралки, пожелания к этажу, к району и так далее. Вы все пишете. Вы описываете все те условия, которые вам критичны и которые бы вы хотели получить.
также рекомендацию по стоимости. И это письмо я разослал на все эти контакты. Получилось около 30 исходящих писем. Из всех предложенных вариантов мы посмотрели 7, и 2 варианта у нас соскочило, так как мы на встрече были без залога, а когда решились, было уже поздно, риэлтор сказал, что квартиру сняли. И на встречу вот в эту квартиру мы уже пришли с залогом. Большинство риэлторов говорит на английском языке, кто-то хуже, кто-то лучше. В любом случае все очень позитивно настроены и терпеливо ждут, если вам нужно что-то написать в Google Translator, либо на своем языке обсудить с семьей какие-то условия. Процедура оформления договора по этой квартире точно такая же, как я говорил чуть ранее, один в один. Если вам не нравится один из параметров в рассматриваемой квартире, не стесняйтесь это обсуждать. Пусть это переписка или вы уже на просмотре квартиры. Я знаю примеры, когда люди смогли снизить стоимость, договориться о покупке рабочего стола или стиральной машины, или даже установке кондиционера. Кстати, видеообзор первой квартиры есть в нашем выпуске. Ссылочка на него появится где-нибудь здесь. Я знаю, что есть такой функционал, но еще не пробовал это. Посмотрите обязательно. Поговорим о языке. Если у вас еще недостаточно мотивации для того, чтобы учить испанский язык, я вам хочу рассказать про общую справку. На планете живет чуть более 8 миллиардов человек, и из них на испанском говорит примерно 550 миллионов, а это почти 7% всего населения. И это, между прочим, 4-е место в мире. При этом 470 миллионов человек родились уже с испанским языком и являются носителями от рождения. И это 2-е место в своем роде после китайского языка. Самым популярным языком, конечно же, является английский, но с рождения им владеет менее 400 миллионов человек, а все остальные, это свыше миллиарда, его выучили как 2-й язык. Интернет-контент. Мы все пользуемся интернетом, и более половины всего интернет-контента создано на английском языке. 2-е место неожиданно занимает русский язык, а вот 3-ку замыкает испанский. Как мы общаемся? Первое время ощущаешь себя глухонемым, потому что ничего не понимаешь и тебя никто не понимает. Это, конечно, интересный опыт, и пытаешься не казаться тупицей, но совершенно не получается. Стыд и желание говорить что-то кроме «no entiendo» подталкивает практиковать язык любыми способами. В магазине я здоровался и спрашивал, как оформить скидочную карту. Это можно повторять с разными продавцами, в какой-то момент начинаешь немножко понимать, что они отвечают. При любой ситуации, когда мне нужно было пообщаться, я набрасывал себе скрипт с закрытыми вопросами, чтобы мне отвечали «да» или «нет». Но это не работает, потому что здесь очень любят все поболтать и отвечают гораздо больше, чем «да» или «нет». И это уже непонятно. Примерно через месяц жизни в Аргентине я записывал Севу в детский сад, и для этого я написал несколько предложений и несколько закрытых вопросов. Но и там все пошло не по плану, и, конечно же, мне наговорили гораздо больше, чем просто «да» или «нет». Но здесь всегда приходит на помощь Google Translator, и люди здесь очень терпеливо ждут, пока ты напишешь, и сами пользуются также Google Translator для того, чтобы передать свои мысли. В другой ситуации при оформлении сим-карты продавец был англоязычный парень, и все прошло достаточно быстро. И так мало-помалу я научился составлять фразы, при которых я могу что-то попросить, поблагодарить, какие-то сказать бытовые фразы. Но вот я не могу поговорить о том, как небесные тела бороздят просторы Вселенной. Как учить язык? Я уверен, что каждый прошел или до сих пор проходит Duolingo. Там 41 раздел, и если вы только начали, то на изи можно, конечно, все пройти за 41 неделю. С этим вы не заговорите, и это занимает почти целый год. Разделы разные по объему, там разное количество слов и упражнений. Один раздел в день я выдержал всего лишь неделю, но за пару месяцев это вполне реально. Что это даст? Набор простых слов и конструкций. Это поможет что-то сказать и понимать простые фразы, но не более.
Чтобы регулярно повторять все слова, которые я изучаю, я сделал Google таблицу на 3 языка – русский, испанский и английский. Идеальный сценарий, когда эта таблица повторяется каждый день в прямом и обратном переводе по каждому языку. У меня 2, так как я учу испанский с нуля и подтягиваю английский язык. Ссылку на эту таблицу я также оставлю под видео. Если вам зайдет этот инструмент, сделайте копию, зачистите слова и заполняйте свои. По каждому столбцу выставлен лимит 4000 слов, и это более чем достаточно для ежедневного общения. Но при желании вы можете расширить эти столбцы. Таблица сделана в облаке, и это удобно, потому что можно работать с ней с любого устройства. Вы можете дополнить слова на компьютере и далее с мобильного устройства повторять их, либо в обратном порядке. На второй вкладке в таблице будет инструкция, но это только набор слов, который позволит вам читать и, скорее всего, излагать свои мысли. Для поддержания полноценного разговора вам нужно еще практиковать общение и, в частности, понимание на слух языка. Сюда могут подойти языковые клубы для обсуждения различных вопросов, просмотр сериалов на оригинале с субтитрами и с разбором построчно всех текстов в фильме. Лучше для этого смотреть мультфильмы или сериалы с небольшой длительностью, где все диалоги могут уместиться на паре листах. Как правило, на популярные фильмы и мультики можно найти весь этот материал в интернете. Катя учит язык в группе. Сначала это было 1 занятие в неделю, сейчас они перешли на 2 занятия в неделю. И хочу сказать, что из семьи хотя бы 1 человек должен заниматься с преподавателем, потому что это дает понимание различных полезных инсайтов, и вы скорее начнете понимать местные диалекты и вообще конструкцию языка. Сева в летней колонии нахватался некоторых полезных слов: альта, мучия и другие. Плюс ему нравится анимация Duolingo, и он с удовольствием занимается с кем-то в паре со взрослыми. Он нажимает кнопки, говорит в микрофон и очень радуется, когда ему дают алмазы. Он знает популярные цвета, считает до 10, и, кстати, он это тренировал как скороговорку и может сосчитать до 10, наверное, вдвое быстрее, чем я. Также он знает фразы приветствия, прощания и некоторые другие бытовые фразы. Думаю, что еще через пару месяцев в садике он начнет болтать с детьми на аргентинском. Как вывод, можно сказать, что Duolingo и таблица – это ваш словарный запас, который вы ежедневно практикуете. Плюс фильмы и разговорные клубы позволят тренировать восприятие языка на слух и научиться не бояться разговаривать. Я бы рекомендовал русскоязычного преподавателя до изучения уровня А1 или даже А2, но с А2 и выше я бы рекомендовал преподавателя из местных. Ну и обязательно занятия с преподавателем на старте, чтобы вам вообще понять, в каком направлении двигаться. Если вы хотите разговаривать и понимать новый язык, вам нужно на нем говорить. Слова и структуру вы можете выучить самостоятельно, при желании бесплатно. Но вам нужна практика общения. Если вы занимаетесь в группе с преподавателем, то не стесняйтесь говорить, не отмалчивайтесь. И даже на уроках с преподавателем, я считаю, гораздо правильнее пообщаться, чтобы он вас поправлял, давал какие-то рекомендации по формированию предложений. Различные упражнения с чтением и письмом, наверное, можно сделать и самостоятельно. Ну и чем дольше вы будете откладывать практику общения, тем дольше вы будете учить язык. Зимой здесь дети ходят в детский сад и в школу, а на лето предусмотрен летний лагерь. Он называется «Летняя колония». Зимой также будет колония, так мне написали из администрации по обучению. Пока дети дома, они требуют внимания родителей. И если родители работают из дома, то появляется конфликт интересов. Родители, может быть, и не прочь играть с ребенком весь день, но, скорее всего, у них есть заботы по заработку и в целом есть свои интересы. Мы сразу решили, что Сева пойдет в детский сад, и я хотел попробовать записаться именно в обычный государственный садик, чтобы он ходил с носителями языка. Если ребенка не знакомого с культурой просто отвезти и оставить там, он, конечно, не захочет оставаться и не захочет туда возвращаться. Но можно создать условия, при которых ему стало бы интересно пробовать и возвращаться в эту среду. И мы сделали огромную пиар-кампанию
детских садов в Буэнос-Айресе для сына. Мы ходили мимо садиков, подчеркивали плюсы и обсуждали с Севой различные сценарии игры в детском саду. Проговаривали ситуации бытового характера, обсуждали всякие разные классные автобусы, бассейн со освежающей водой. И первый день он шел с высоко поднятой головой. Мы гнали на басе по новому району. Мы зашли в сад, и оказалось, что не все документы оформлены. А пока я общался с сотрудниками, Сева был внутри сада, и ему вообще не понравилось. Главный фактор — это было много шума. Мы пришли во время завтрака, и там было очень шумно. Через пару дней нам подтвердили прием, и мы отправились второй раз. За эти 2 дня пришлось полностью переизобретать всю маркетинговую стратегию. До садика он шел без слез, но там внутри схема посыпалась. Он не плакал, но не отпускал меня. Все люди вокруг были незнакомы, и каждый выглядел сам за себя. Севик не чувствовал поддержки. Хочу сказать, что были испаноговорящие дети, которые плакали, потому что в возрасте 3, 4 и 5 лет остаться с незнакомыми людьми в шумном дворе, возможно, впервые, но от этого можно стрессануть. Это был внутренний двор сада, там были горка, игрушки, и мы изучали их, прибираясь в толпе, тем самым немного привыкали к помещению. В конце концов, Севик вроде осмелел, и мы пошли к нашему воспитателю. Мы пообщались с ней буквально минуту. Она была очень милая, но у нее было порядка 30 детей, и общение было отрывистым. Подходили другие родители, и Сева согласился остаться, и я пошел в холл. Я планировал посмотреть через панорамные окна, а как он? Я хотел видеть его, но так, чтобы он не видел меня. В холле я увидел списки групп, которые были приклеены на стене, и оказалось, что дети возрастом 4 лет, они поделены на 2 группы, и я своего оставил не там. Пришлось вернуться. Сева очень обрадовался, когда увидел меня, улыбнулся и начал обниматься. Но я ему объяснил, что нужно сменить группу. Он уже ничего не слушал и не хотел меня отпускать. Говорил: давай свинтим домой. В толпе мы нашли нашу группу и наших воспитателей. И оказалось, что в группе на самом деле 2 воспитателя, а не 1, как раньше думал я. И это на 30-35 человек. Пришлось повторить все смолтолки с новым воспитателем и пройти ритуалы прощания с Севой. И один из воспитателей взял Севу на руки, сказал мне: иди, и сам развернулся и пошел к детям. Я вышел в холл и также попытался увидеть Севика через панорамные окна, но ничего не было видно, потому что во дворе больше 150 человек. Все очень плотно, и они оказались на дальней стороне двора. В итоге я ушел в кафешку рядом с садиком, и на случай, если что-то пойдет не так, договорился, чтобы мне позвонили. Могу сказать, что подготовка очень большая доля удачи, и в общем первый день прошел отлично. Сева начал ходить в сад регулярно. С меньшим энтузиазмом он ходил в четверг и в пятницу, потому что накапливалась усталость. Нам очень повезло с воспитателем. Сева часто о ней рассказывал, и думаю, что она, наверное, первый друг его на аргентинской земле. Мы время от времени переписываемся и надеюсь, что сможем когда-то еще увидеться. За месяц в летней колонии Сева выучил несколько слов, которые потом рассказывал нам с Катькой. Хорошо так загорел, подружился с девчонкой из группы и пару раз толкался с какими-то ребятами. Рассказывал, что он видел из автобуса, когда они ехали в лагерь к бассейну. Пока он был в садике, мы с Катей занимались своими делами. В телеге у нас также есть несколько постов с фотографиями о летней колонии, и по ссылке с гайдами есть хронология того, как мы записывались. В регулярный сад на зимний период мы также записались, он бывает на утро, на вечер или на целый день. При регистрации мы выбрали 2 на целый день, которые находятся рядом с нами, остальные были дальше. И остальные садики набрали из вечерних и утренних. И так получилось, что нам сейчас выписали садик только на вечер. Я написал письмо с просьбой все-таки дать садик на целый день, на что мне дали ссылку, по которой надо взять турно
явиться по записи в офис, ну и там уже обкашлять свой вопрос. На время записи этого видео я пока еще не ходил и расскажу вам в следующем видео, чем это все закончилось, ну, либо более актуальная информация также будет в телеге. Там мы почаще все это дело транслируем. А вот знакомым нашим ребятам одобрили 2 садика и при этом на полный день. Правда, там возраст ребенка чуть побольше. И, возможно, все дело в этом. Еще нам ответ пришел на электронную почту, а ребятам на WhatsApp. То есть вот такие у них разные алгоритмы общения. На YouTube ежедневно выходит минимум 1 час контента об Аргентине. И то, что вы нашли время посмотреть этот материал, реально огромное вам спасибо. Я был подписан на десяток наиболее популярных чатов, которые легко взлетают в поиске в интернете. И если вы планируете переезд и делаете это самостоятельно, я бы рекомендовал вам поискать свои вопросы в этих чатах и периодически смотреть новые кейсы и решения. Но в избранное я сохранил себе несколько сайтов и заметок о Байросе и о стране, почитываю время от времени. Из наиболее полезных каналов я рекомендую Аргентина на русском языке. У этого канала есть чат, сайт, очень ламповая атмосфера. По-моему, это наиболее популярный канал о документах с приземленной повесткой новостей. На сайте различные гайды. И я его рекомендую, потому что сам пользуюсь. Катя участвует в чатах про детей и роды. Мы ведем беременность в госпитале Фернандес. И там есть чаты на каждый квартал ПДР, предварительный день родов. Кроме того, есть чаты про бизнес, гитарный вечер, беговые, футбольные и другие. Несмотря на многообразие контента, есть еще не раскрытые темы. Например, языковые школы я бы с удовольствием почитал или посмотрел видеообзор о разных школах с адресами, фотографиями кабинетов, какой-то информации о профессорах и обратной связи от студентов. Следующее – это инструкции по использованию автобусов. Я никак не выкупаю, почему автобус с одним и тем же номером то идет до моей остановки, то нет. Расскажите, как это работает. Добавлю про БАС, что на входе водитель спрашивает, куда я еду. И нужно назвать остановку, пересечение улицы или ближайший какой-нибудь большой объект, парк, например, или молл. Так вот, такую простейшую вещь я понял только через месяц. Культурная сторона города. Мне, например, интересна панк-рок культура, где репетируют, где играют группы. Лет 10 я наваливал баса в небольших клубах Петербурга, после этого в заводском вокально-инструментальном ансамбле. Катя увлекается фреймапом. Что тут по этой теме есть? Арт-пространство. Мы были в Риколета-центр, и это очень душевное место. Необычные экспозиции. Также там регулярно проходят рэп-баттлы. А какие здесь еще есть подобные арт-пространства? Как пополнять мобильный счет и карту Субе. Может быть, есть скрипты по общению в типовых моментах. Например, это простые фразы, как в разговорнике. В аптеке, в магазине, в больнице, в том же автобусе. Вопрос бытовой техники и мебели. Какие здесь есть магазины, где лучшие цены? Может быть, это магазины на Фейсбуке? Где сделана эта техника и мебель? Это местные производства, и тогда в каких они регионах? Может быть, на фабрике будет дешевле, или если речь о мебели, я могу изменить один из параметров. Обзор различных экономических и социально-бытовых вопросов. Например, налоги. Кому необходимо платить налоги, начиная с какого периода, от чего зависит сумма отчислений. Промышленность, заводы, мануфактуры. Может быть, есть экскурсии на какие-то предприятия. В целом я посетил более 35 различных производственных предприятий и заводов. Большинство из них находились в России, некоторые в Европе. И на 10 из этих предприятий я работал какое-то время. Напишите в комментах, что вы смотрите и читаете, что вам нравится, чем вы интересуетесь. Денежки. Конец февраля 2023 года.
И актуальные цены сейчас появятся где-то здесь на экране. Цены указаны в долларах, потому что его курс к стоимости продуктов практически не меняется. Поставьте на паузу, чтобы прочитать. В первый месяц, это декабрь 2022 года, мы потратили $550. Во второй месяц мы потратили $1000, но у нас были единоразовые новые траты, такие как пылесос, Bluetooth, наушники. Плюс сюда включены уроки испанского, услуги переводчиков и тренировки. Я проводил эксперимент, он называется 5000 песо в день. Это равно 1000 рублей. Если очень поднапрячься, то можно. Например, в день можно покупать вот такой список продуктов. То есть в месяц это 30 000 рублей. Десятка на человека, нас трое. Ну или примерно $400. Почему сложно? Потому что бутилированная вода вкуснее, чем у нас из-под крана. Потому что мы покупаем кофе, специи, масла, сыры, фрукты, овощи и мороженое. Добавьте сюда сотовую связь, бытовую технику, транспорт, кафешки, документы и другие услуги. Мы тут не покупали еще ни разу одежду. Какой она стоимость и какого качества, непонятно. Меня бы полностью удовлетворили Uniqlo и Saucony. Кроссовки здесь, похоже, есть, а вот насчет одежды сомневаюсь. Кото. В этом магазине можно оформить скидочную карту по заграничному паспорту. В магазине вас могут попросить предъявить документ. Когда у меня не было документа, я отвечал, что документ дома, и при этом ее все равно принимали. Диско. В этом магазине скидки до 3 часов дня. Почему и на какие товары, я так и не понял, но их всегда начисляют в чеке. Например, мороженое Фредо стоит почти 500 песо без скидки, и до 3 часов дня на него делают скидку от 5 до 30% в разные дни. Иногда мне пробивали его за 350, иногда за 400 песо. Dia. Очень хороший магазин, но рядом с нами он маленький, и там, соответственно, маленький выбор. Carrefour. В этом магазине всегда очень большие очереди, и это не нравится. Но там есть маленькая тележка, и это интересно Севе. Когда мы ходим в магазин с ним, то всегда идем в Carrefour, потому что он носится по магазу с этой тележкой. Там также можно оформить скидочную карту, но ее можно оформить только с Прикарией или ДНИ. Также сейчас мы узнали про рынок на колесах. Он мигрирует каждый день по разным районам. Например, в нашем районе он останавливается в пятницу и в воскресенье на разных сторонах улицы рядом с парком Лас-Эрос. Это брендированные логотипом города палатки, и там цены всегда на 25 или даже на 40% ниже, чем в магазинах или даже чем во фруктовых лавках у боливийцев. Поэтому там большие очереди. По поводу расписания я знаю, что в понедельник этот рынок стоит в Риколете, а вот по поводу остальных дней не знаю. Если у вас есть где-то расписание или вы понимаете, где он останавливается, напишите, пожалуйста, в комментариях. По поводу оплаты, большинство пользуются наличкой. Наличка здесь называется Efectivo, и на нее часто в магазинах с техникой или подобными дорогими вещами могут дать хорошую скидку. А в магазине, где я покупал Bluetooth наушники или пылесос, там принимают только наличку. Те, у кого здесь зарплата в песо, стараются оставить сумму до конца месяца, а все остальное обменять в доллары, потому что инфляция за месяц может составить 5-10%. Если же зарплата в долларах, то наоборот стараются обменять на полмесяца или на месяц сумму, необходимую на это время, чтобы деньги не обесценивались. Если платить долларовой картой или другой отличной от песо, то банковский курс менее эффективен, чем так называемый blue курс. Например, официальный курс доллара составляет на текущий день там порядка 200 песо за 1 доллар. А по курсу blue доллар за 1 бакс можно получить 370 песо. То есть разница практически вдвое.
Из всего этого можно сделать вывод, что платить банковской картой, отличной от песо, очень невыгодно. А как же тогда сюда заводить деньги, если у вас заработная плата не в песо? Первое, привезти с собой бумажные деньги. Можно ввозить до 10 тысяч долларов на человека. Как же быть потом, когда эта сумма кончится? Обмен через крипту. И в крипту лучше выводить деньги не с банковских карт, а через электронные кошельки, такие как YouMoney и другие. Один из вариантов обмена. В чате найти обменники, уточнять курс, уточнить условия. Часто к вам могут приехать при обмене от какой-то суммы, 700 долларов или 1000. Вы всегда можете самостоятельно приехать в обменник и обменять деньги там. Когда мы только приехали, первый раз мы меняли деньги на улице Флорида. Мы меняли 200 долларов, и нам не советовали менять большую сумму, потому что она могла бы заинтересовать антисоциальные личности. Хочу отдельно сказать про крипту, что, конечно, это не классическая банковская система, к которой все привыкли, но при этом, назовем это индустрия. Этой индустрии больше 10 лет, и первые монеты формировались за счет проделанной работы по решению криптографических задач. Наградой за решение этой задачи было какое-то количество монет. Наверное, помните этот бум по поводу майнинга и покупки видеокарт. Сейчас на рынке выводят монеты, которые являются результатом стейкинга и не требуют больших энергозатрат. Но опустим техническую сторону криптовалют. Правительства разных стран вели и до сих пор ведут переговоры с разработчиками криптовалют о применении их в экономике государств, и Российская Федерация не исключение. Как в индустрии, туда вложены очень большие капиталы, и существует, наверное, более 1000 компаний, и, соответственно, десятки тысяч рабочих мест. Криптовалютой пользуются во всем мире – Аргентина, Эмираты, Индия, Испания, Индонезия, Киргизия и так далее. А если у вас есть банковская карточка, которая выпущена не на территории РФ, она работает по всему миру, вы также можете воспользоваться Western Union. В сложных жизненных ситуациях мы можем рассчитывать только на себя. И хорошо, когда вокруг люди с открытой эмпатией, и они готовы сопереживать или даже помочь. Еще лучше, когда именно вы тот самый человек, который может помочь. И это не всегда экономическая сторона. Книга «5 языков любви» как раз объясняет о разных ценностях для человека. Автор предлагает 5 направлений, 5 языков любви, и внутри каждого из них есть еще ответвления, диалекты. Книга содержит хронологию исследований автора, и при прочтении ты словно вместе с ним, шаг за шагом, открываешь следующий язык любви, потому что предыдущий не сработал. Это книга про взаимоотношения семейной пары, детей, родителей и друзей. Приятного прочтения. На этом все. Любим, обнимаем, увидимся.